Всем привет, друзья! С вами Оля. Проверяем новый рецепт десерта, который стал популярным в Инстаграме и ТикТоке. И это неудивительно, ведь для его приготовления понадобится фактически всего два ингредиента. Готовлю впервые, показываю все как есть. И честно рассказываю, получается вкусно или не очень. Ссылку на источник и все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. Для начала нам понадобится 2 упаковки покупного желе, по 80 грамм каждая. Высыпаем желе в миску. У меня оно со вкусом клубники. Вы покупаете тот вкус, который нравится вам. Далее добавляем 300 мл кипятка. У меня не крутой кипяток, а просто очень горячая вода. Продукты перемешиваем, чтобы желе полностью растворилось. В процессе хочу уточнить, что каждая упаковка желе весом 80-90 грамм рассчитана на 400 мл жидкости. Я на одну упаковку добавляла 150 мл жидкости. На 2 уходит 300 мл кипятка. Если у вас упаковка весом 40 грамм, она обычно рассчитана на 200 мл жидкости. Если вы будете готовить такой же десерт, как я, соответственно, вы добавляете примерно 75 мл кипятка. При покупке желе обратите внимание на его вес и количество жидкости, на которое оно рассчитано. В процессе перемешивания желе должно полностью раствориться, чтобы не было никаких крупинок. Мы его интенсивно вымешиваем примерно 5 минут. Далее растворенное желе оставляем примерно на 10 минут, чтобы оно подостыло и не было таким горячим. Следующий добавляем 400 грамм сметаны любой жирности, у меня 20%, либо такое же количество густого греческого йогурта без добавок, если хотите более диетический десерт. Продукты перемешиваем погружным блендером или миксером, можно даже перемешать просто венчиком. Снова хочу обратить внимание, что на одну упаковку желе весом 80 грамм я добавляю 200 грамм сметаны, на 2 упаковки уходит 400 грамм. Для пробы вы можете приготовить половину порции. Если вы смотрели мои предыдущие рецепты, то наверняка видели, что я часто перемешиваю продукты погружным блендером в течение нескольких минут, чтобы сверху появились пузыри. Сразу скажу, в этом рецепте особо нет смысла так делать. Если вам понравится конечный результат, повторяйте за мной. Если не понравится, можете просто перемешать продукты венчиком, либо перемешать погружным блендером или миксером в течение 30 секунд. Итак, друзья, полученную массу можно разлить по порционным пиалкам, либо порционным силиконовым формочкам для кексов. Я выливаю десерт в цельную силиконовую форму размером 23 на 10 см и высотой 6 см. Также дополнительно пробила в самой форме погружным блендером, чтобы сверху было побольше пузырей. Еще больше вкусных и простых рецептов вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Всех жду! Сразу же форму ставим в холодильник на несколько часов, чтобы желе хорошо застыло. Порционное желе застывает за 1-2 часа, а в форме, как у меня, за 3-4 часа. Смотрите по ситуации. Спустя время показываю, что получилось. Проходимся лопаткой по краям формы. Как вы видите, на поверхности застыла пузырчатая пленка, но явных глубоких пузырей нету. Извлекаем десерт из формы. Для этого постепенно отделяем силиконовую форму от желе. Оно мягкое, но в то же время довольно стабильное. В итоге получается пружинистый десерт весом 600 грамм. Нарезаем его на порционные кусочки. Сразу же хочу отметить, что получилась очень приятная дрожащая консистенция желе, которая буквально тает во рту. На мой взгляд, выглядит десерт аппетитно и необычно. Пробую впервые. Что я могу сказать? Вкус очень необычный и притягательный, то есть с фруктами либо ягодами такое желе не получается. Во-первых, желе невероятно пружинистое, консистенция такая, как должна быть. Оно держит форму, но в то же время остается невероятно нежным и мягким. Желе однозначно не резиновое. По вкусу сложно определить, что есть сметана. Желе сливочное, но в то же время абсолютно не жирное. Оно сладенькое и есть такая легкая кислинка. Мне кажется, что эта кислинка связана с вкусом покупного желе. Получается вкусно. Я думаю, что многим понравится. Единственное,
слегка ощущается химозный привкус покупного желе. Лично я его чувствую, может вам это будет и не так заметно, я не знаю, у всех вкусы разные. В целом вкусно, пропорции рабочие, желе получается хорошее, но есть свои нюансики. Кому-то оно понравится, а кому-то нет. В любом случае, идея заинтересовала, смело пробуйте. Рецепт рабочий. Как всегда, прошу, поддержите мое видео лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.